Добрый день, всем привет из Москвы. Сегодня я вас встречаю не одна, а рядом со мной наша гостья и героиня этого видео Зара. Зара, привет! Привет, привет, привет. Зара у нас героиня этого видео. Вы сразу поймете почему, как только я скажу, что Зара живет в России дольше, чем я. Зара, сколько лет ты живешь в России? Так, если честно сказать, может, лучше я скажу, я приехала в Россию в 83-м. В 83-м году Зара приехала в Россию. Откуда ты? Расскажи. Я приехала с Мадагаскара, остров Мадагаскара. Это остров с объясню, это 400 километров от Южной Африки. Ты приехала сразу в Москву, правильно? Нет, я приехала не сразу в Москву, я приехала год, я училась, так называли раньше, Калинин. Сейчас в настоящее время это Калинин назвали Тверь. Тверь, Да. город Тверь. Вот первые годы в России Тверь. Понятно. И сейчас ты живешь в Москве. Да, сейчас я живу в Москве. Ты сейчас работаешь как Да. преподаватель? Я работаю, у меня хобби. Я преподаю французский язык. Это хобби. Это хобби. И работа тоже. И работа тоже. И работа тоже. Ты преподаешь французский язык Да, я русским. преподаю французский язык русских детей, которые в основном учатся в французской школе, французской лицее, вернее. Но есть у меня тоже другие ученики, которые интересуют французский язык, я с удовольствием им помогу. Ты имеешь в виду взрослые? тоже? Взрослые, дети в другой школе, английский, например. То есть как второй иностранный ты имеешь в Да. виду, французский Да, учат. да, да. Ага. И с маленькими детками, которые еще не ходят в школу, тоже работаешь? Да, с маленькими, вот с 4. И дальше идет. И бывают тоже взрослые, которые серьезно занимаются. Для своей какой-то цели. Да. Понятно. Но раньше, я знаю, сейчас ты ездишь на дом, да, приезжаешь домой. Домой на Мадагаскаре. Нет, домой к детям, на работу, проводить Да, уроки. я провожу урок детям домой. Можно тоже в кафе. Ну, у нас очень так, не то, что дружеская атмосфера, главное знание языка. Это не имеет значения в каком это месте, я считаю. Но раньше ты работала в школе. Я уже Раньше я знаю. работала в русской школе, Да, в русской школе Да. просто как учитель как французского. учитель французского. Штатный. Да, штатный и опыт. Опыт, для опыта. Для опыта, кавичка. А сколько лет ты работала в школе? Я работала в школе 3 года, 3,5 или 4, по-моему, я уже забыла. Это уже было давно. И теперь даешь частные уроки сразу после школы, когда Да, ты оттуда я даю ушла, частные ты уроки, решила работать. да. Так, а образование какое ты получила в Твери? Нет, в Твери я не получила. Не Я там получила. учил год русский язык. Просто на Потому курсы что- русского. Да, это называется подготовительным факультете, потому что я приехала с Мадагаскара, я не знала русский язык вообще. И вот мне, как сказать, очень нравится система, российская система, как обучать язык, потому что я за год уже все. Уже могла говорить. Могла говорить, уже у нас предмет все на русском языке. Поэтому это очень было насыщенное, очень была такая система интересная. То есть, смотри, в Твери ты отучилась только 1 год, Один изучая год. русский язык, Да. а дальше ты в Москву поступила в университет. Да, поступила в институт. В Раньше, институт. да, в институт. Это Какой? институт называется МГРИ, Московский геологоразведочный институт. То есть образование не педагогическое Да. было. Нет, не связано. Не педагогическое, да. Да, Понятно. Еще я знаю, что у тебя есть дача. Да, у меня есть не дача, Всем всегда интересна эта тема. Как Нет. так получилось, что у у тебя меня есть не дача? дача, у меня деревня. Целая Так, деревня? это просто разные вещи. Мне кажется, Просто домик в деревне, да? домик в деревне, ну, Да. изба. Да, изба. Изба, да. Да, у нас есть дом в деревне, это в Рязанскую область. Это Рязанская область, как это называется? Касимовский район. Да. Расскажи просто, сколько часов ехать от Москвы? Ну, по-хорошему, По-хорошему, это без пробок? по-хорошему это 5 часов. 5 часов. Ну да, это не дача. Это нет, я поэтому говорю, это деревня, это не дача.
Это дом, в котором можно жить, в принципе, Да. круглый год. Да. Правильно. Это дом, который там отопление. Это же старый дом, Советский Союз, изба, который там печка, лежанка и так далее. Поэтому там можно жить круглый год. Это вот ты сама в какой-то момент захотела купить домик в деревне. Это была, наверное, мечта. Всегда захотела и О домике в России Получилось. мечта. да, Да. очень. Я лично очень хотела всегда. И взбудилась моя мечта. Ты И хот- вот Ты хотела, потому что ты природу любишь, или тебе огород важен, или просто отдыхать за городом нет. нравится? Я очень хотела землю. Землю. Мгм. Землю я очень люблю. Вот я хотела Выращивать что? даже не выращивать, даже вот эта атмосфера, даже деревенской жизни. Мне очень интересно тоже отношения, узнать побольше русским. Не то, что я живу в Культуру. общежитии, это же Другое, да. это же другое, а именно вот культура, чтобы мне понять, что такое русский народ. Вот это было вот Ну, такое. ты уже отлично говоришь по-русски. Ну, с ошибками, но Уже понимая русский язык, можно немножко понять русский народ. уже думаю иногда. Да, Ну, иногда. конечно, теперь я уже все, мне даже намного Легче? легче даже. Мне очень намного легче русские общества, чем к сожалению. Так сейчас Чем бывает. в Мадагаскаре? С Да, не Мадагаскара? то, что не люблю, но просто я уже как отвыкла. Привыкла. Да, привыкла к Это, мне русскому. кажется, обрусевшее, что ли. Да, сейчас так говорят, обрусевшая. Да, ну Как- вот. Расскажи, как много времени ты проводишь сейчас на даче? Часто получается Ну, выбраться? как только лето и все. Вот сейчас, На все лето? да, если я не еду на Мадагаскар, ну просто сейчас у меня ситуация такая. Лето только короткое. Это у всех у нас тут ситуация И такая. да, и надо мне делиться туда. Я хочу на родину, потому что это у меня родина, у меня там дом, у меня там мама, у меня там моя жизнь. И поэтому мы... Ты каждый раз, получается, выбираешь или Да, туда, или или туда. туда. Ну вот ты сказала, у нас есть дача. У нас Да. есть дача. Расскажи, с кем ты живешь в Москве? У тебя есть дети, Да, у меня 2 детей. Э, взрослые уже. Взрослые уже. А дочка живет во Франции. Вышла замуж и осталась. Но она поехала учиться туда, потому что у меня дети все родились в России и учились в русскую школу. Закончила образование русское. И дочка уехала во Францию, продолжала свою учебу. А сын остался в Москве. Ну, хотел во Францию, но не получилось. Остался в Москве и закончил свое образование в Москве. И он не поехал не сразу в университет, он сразу работу учил. И сейчас он работает в Москве, медиа. Никогда дети не спрашивали, почему, мама, мы приехали в Россию жить, если мы из Мадагаскара? Нет, не спрашивали, просто они знали, что они не поняли их родину. Не поняли? Не поняли, потому что мы с мужем их воспитали. У меня муж с Мадагаскара. И мы воспитали по нашему воспитанию. И тоже воспитание России. И у нас было такой, как сказать... Скомбинировали. Да? Это такой был разговор всегда, что вам повезло, ребят. Вот который вы видите в России. В России же не всегда не сладко, ну вы сами знаете. И вам повезло, потому что у вас много культуры. Потому что в то время мы уже общались с иностранцами, французы в основном. И у вас очень много культуры российские. Мы дома, наши дети, мы с мужем по нашему языку, но, к сожалению, только русские. Они понимают. Французский, потому что мы общались, мы в церковь ходили, мы верующие. И мы сказали детей, что вам повезло. Очень много культуры, но это вы должны выбирать, что лучше. В России плохие оставьте им, пусть они живут с этими плохими. Мадагаскар оставьте им, и у вас получается фильтр Да. воспитания. Поэтому вы только берите Всё хорошее. хорошее, да. Хорошее. И вот такая была у нас
Да, установка. Система. Поэтому дети особо не спрашивали, почему, потому что они прекрасно знают, что мы кушаем по-малагасийски, рис всю жизнь, и дети нас очень любят, наши блюда, и культуры очень много. У нас после 10 особо уже не звонит. А дети, когда молодые, а у меня муж, он очень принципиальный, он очень как-то квадрат. Прямой. Да, прямой, да. Прямой. Бывает, и звонит уже в 11. А он говорит, здравствуй. А знаешь, сколько сейчас времени? Это на домашний телефон? Это на домашний, в то время, на домашний. Нет же мобильный. А знаешь, сколько сейчас времени? 11. Поэтому в следующий раз будешь звонить до 10, хорошо? То есть в семье вы говорили в основном по-русски. Вот у тебя муж из Мадагаскара. Нет, мы с мужем говорим на нашем языке. Да, на вашем языке. Да. По-французски. Нет, по-малагасийски. По-мадагаскарски. Да, их малагасийские, не мадагаскарские, малагасийские. И дети выросли, получается, в конце концов у нас 3 получилось. Потому что стал уже русский, малагасийский, французский. Это уже смотря какой обстановка мы говорим. То есть дети говорили на всех 3 языках, и вы с мужем тоже? Да, мы с мужем тоже. И дети на 3 языка. А потом дети стали 4, потому что они выучили английский. Многоязычный у нас получается. Ну, давай начнем теперь вообще с истории, как все начиналось. Как ты поехала в Россию, как так получилось, что ты поехала в Россию? Без деталей, просто без как? деталей. С самого начала было очень, это 83-й Мадагаскар было очень связано с социалистическим, там, кто это был в то время, Анропов. Ну, было, помогали очень много стран развивающих. Ну, в основном африканского континента, латиноамериканского и так далее. И там было очень много стипендий, давали российские, по-моему. Ну, я сейчас совсем молодая. Ну, я просто Ты услышала об этом? услышала и сделала себе заявление, мне приняли. Но у меня был выбор не Россия вообще, не Советский Союз. Я бы хотела в ГДР в то время, в Германии. Но мне дали Советский Союз. То есть ты отправила заявку на ГДР? Да, но мне дали Советский Союз. Но это же все социалистический. Тебе И всё, предложили поехать вместо поехать. этого в Советский Да, Союз? и там было контракт на 6 лет. 1 год изучаешь язык, 5 лет ты будешь Учиться. в учиться. институте. Ну вот, и поехал. И Ты сразу решила, что да, ты поедешь, несмотря на то, что ты хотела в ГДР. Да, я сразу говорю, ладно. В России так, Ну, Советский Россия, Союз, так ладно, Советский Союз. за границу, то за границу. Такая была фантазия, что ехать за границу, там будет прекрасно, там будет красиво, там так далее, так далее. На Ну, самолете. На самолете. Да. На самолете прилетели, и все, и приехала я в Шереметьево. Ну, немножко разочаровала, потому что я думала, что... Сразу же разочаровалась уже в Сразу. Шереметьево? Сразу, как только прилетела, я там такой запах кислый я чувствовала, у меня живот заболел. А я думала, что за границей это будет прекрасно, это будет, я не знаю. Будет прекрасно. Да, ну там запах мне вот очень сильно больно, потому что мы приехали в 4 утра, по-моему. Долго длился полет? Ну, в то время 14 или 12 часов. А сейчас? Сейчас 16, сейчас с пересадками. Сейчас нет, прямой уже нет. То есть был прямой 12-14 часов? Да, это был Аэрофлот. Ага. А сейчас 16 плюс Сейчас. пересадки? Пересадка там 2 часа, по-моему. Ну, вы группой летели, да? Не ты одна? Ну, сели самолет. Да, в то целый время самолет же отправили. Россия же в то время давали очень много стипендий. И там Аэрофлот, и там в основном только, там, по-моему, было 300. 300 студентов. Ну, они же не остались в Москве, они же распределили на все Советский Союз. Это, ну, во всех, кто-то в Ташкент, кто-то в Баку, кто-то... Ты поехала в Тверь, был еще кто-то, кто в Тверь Нас был было отправлен из вашего самолета? Да, 7 человек. 7 человек. Ну, было. можно сказать, не одна. Нет, я не одна. Я не одна. Ну, там тоже 7 земляков, ну, земляки, но мы же не знакомы. Да, не друзья. Это не друзья. В но- Твери был какой-то сразу шок?
Да, В общежитии? во всем. Во всем. Ну, вас В поселили общежитии в было. общежитие? В общежитии было, потому что у меня была... Я очень люблю фантазию. Я очень... Фантазия в голове. У меня думала, что я поеду за границу. У меня свой квартир, не квартира, свой дом, вилла, Виллу? так далее. Так далее. Я приехала в Твери, А там общежитие и комната на общежитие, сколько человек? комната на 4 человека. И там главное, комната, ну ладно, но еще грязная. Ага. И Ну, там это было очень общежитие. пыльно, потому что там было лето, там все на субботники. Это же режим социалистический. И там все субботник, комсомол и так далее. Но я приехала в комнату, где я должна жить, я поняла, Что надо это- прибраться. но я не знала. Я сразу говорю, блин, как так жить? Ну, А ты не ладно. узнавала перед тем, как лететь? Ты не знала, в каких условиях ты будешь жить, с кем, где, в каком городе? Даже город не знала, что Ничего будет не Тверь. знала. Просто я знаю, что еду на самолет. А потом мне очень интересно тоже, потому что сразу одну девушку, Соседка? Лариса, соседка, будущая моя соседка, потому что русский, я должна жить с 3 русскими и одна, чтобы язык. Это в комнаты так прям В комнатах, селили, правило да, такое да, было? 4. И одна только девушка со мной по знакомству, она будет жить со мной, очень, очень симпатичная Лариса. И вот там были студенты из Ливана. И он говорил по-французски очень такой, очень Слабо. Очень слабо. И он представил мне эту девушку, вот эту Лариса. Это так, сразу такой симпатии. Мы не поняли друг друга, но я поняла, что мы будем жить вместе. Все, И что всё. было понятно. Да. А потом учеба начинала, 3 девушки, Люба и Полина, вот со мной жили. И очень хорошие отношения. Я сразу чувствовала, что русский меня принимает. Да. Ну скажи, что русские вообще в целом хорошо относились Да, уже, да? да, для меня. И получается, я месяц-полтора учебы, мне уже пригласили на свадьбу. Вот Полина, моя соседка, вышла замуж, я уже на свадьбу. Эта свадьба была в Торжке. Торжок. Мгм. Ну вот, я язык еле-еле знала, ну ладно, поехала на свадьбу. У тебя опять шок, наверное, случился. Да нет, вы знаете, как сказать, мне... Интересно было. Я всегда любопытный. И я никогда, наверное, мне помогает вот мой позитив жизни, сила воли. Я всегда никогда не чувствовала, что мне неудобно. Я помню эту свадьбу. Еле-еле знаю. Я украла невестку, по-моему, со всеми. Украла невесту? Да, по-моему, было такое. Тебя сразу погрузили в Да, традиции. традиции. И я просто это помню, что украли невесту, такая традиция была. И вот это я помню. Ты удивилась, что надо красть невесту? Но потом мне объяснили, потом я читала, я потом поняла, чего что для чего это. Но в это время я просто иду. Мне сказали, пошли, и я пошла. Нет, я просто вообще, я же иду по-моему, там мы остались 3 дня. А ты думала, пить не будут на свадьбе? Нет, пить, конечно, я согласна была, но я поняла. Ну, как без остановки? Первый день свадьбы, на следующий день. Потом 2 дня 3-й гуляли свадьбу. 2, и 3-й день только уехали. Ага. 2 дня гуляли, на 3-й уехали. Да. Все дни пили. Все пили. Что и- пили? Водку? Наверное. Я же только приехала. Я просто поняла, что когда же это люди будут отдыхать. А, это у людей отдых Да. называется. А я в это время домой я не смогу, потому что мы даже не все вместе. Да, нужно было ждать. И когда я все. так, я никому не показывала, но я так устала была. Поэтому я, наверное, туфли там забыла. А конкурсы были на свадьбе? Были. Участвовала? Нет, я не участвовала. Смотрела? Я смотрела. И Расскажи, как проходило обучение русскому языку, вот этот обучение первый год. это, так, значит, каждый день мы с утра в 8:30 до 2 занятия. Русский язык каждый день, по-моему, по 4 часа. Каждый день. Это было для меня было очень интересное это обучение, так называемый лингофонный кабинет. По-моему, я не знаю, сейчас есть такой. Есть такое бывает, Но да. там просто
Я просто чувствовала, и когда я изучала язык, у меня все болели челюсти. Вот это, вот как спорт. Это было очень тяжело, потому что прям пристроить все артикуляционный. И самое интересное, что когда начинать занять, всегда спать хочется. Как будто все, Потому что с утра. Как будто наркоз. А потом, ну, это просто заметно, что каждый день развивает этот язык. Это прям каждый день. 5 дней в неделю учились. Да. 5 И дней там в вот, неделю например, по 4 часа. модно, например, да, в общежитии учеба, откуда приехал. И весь этаж, это слово, откуда ты приехал. Значит, это сегодня. Сегодня весь этаж выучил, откуда ты Да, приехала. да. Потом дальше каждый день. Там вот учили вот это. Я учусь на подготовительном факультете. Это было очень сложно Да, даже это сказать уже сложно. Да, и вот это идет неделю, вот это неделю в общежитии. Вот это интересно было. Ну, все стремились выучить. Не было такого, Да. что кто-то не хотел учить. Нет. А другой выход, потому что сразу идет предмет. Не просто русский язык, математика, физика, это химия, все было на черчение. подготовительном. Это все на Да. подготовительном. Потому что И те, все это шло которые... по-русски уже, все Да. остальные предметы. Потому что все студенты в то время, они все инженеры. Они все вот поступают в вузы, в институты инженер. Поэтому у них должно быть основание, основание, не литературное слово, слово вот по математике, чтобы знал по-русски синус, косинус. Так по-русски все это называется да, термины да. математические. Потому что там уже идет в это время повторение уровень, мне кажется, 11 класс. Поэтому это все на русском языке. Значит, сразу... Но там можно еще догадаться. Да, как-то, да. Ну, например, да, история Советский Союз. Там уже идет. Был такой предмет. Да, был такой предмет. Черчение. Тогда это уже все на русском Никаких языке. занятий не было там по-французски, по-английски, ничего не адаптировали. Нет, все сразу по-русски. Сразу все по-русски. Ну, это похоже на мой университет. Ага, вот как я учила французский, у нас тоже ничего. Ты рассказывала, да. Да, ничего не адаптировали, с нами сразу говорили по-французски, и мы тоже так учили, что И артикуляционный Ну, аппарат. да, сама, значит, поняла, Да, что... да. И Позиции открытия рта, Да, вот это все. Да. И через год уже в институте уже поток, уже лекции с русскими. Про город можешь что-нибудь сказать? Что-то ты успевала видеть в городе или только учебой была занята этот год? Нет. Ну, могу сказать, честно, большая деревня. Большая деревня. Большая деревня. Было так в то время. И там люди, чисто деревня, потому что там люди где я учился, когда они видят черные, они просто, наверное, никогда не видели. Не привыкли. Там просто система, вот которую сейчас, как же это объяснить? Там был народ, это не политика, но это правда. Народу был, в голове народ, просто сказали, что у нас самое лучшее. Значит, во время Советского Союза такая пропаганда только в Советском Союзе. Все самое лучшее. Самое лучшее. И это слово «у нас» это очень распространено в наши учебники, в нашу систему, которую нас преподавали. Ну, может, и еще у нас, потому что понимали, что это рассчитано на иностранцев, учебник, я имею в виду. И обучаются иностранцы, поэтому говорю, а у нас вот так. Да, нет, даже на улице, а у нас, вот даже на рынке, а у нас, а вам нравится у нас? Ну да, вот все сразу узнавали, что иностранка. Да. И там интересно. Просто очень интересно в том, что как будто люди не видели, кроме... Они считали, что в этом планете только русские существуют. Мне кажется. Ничего другого больше не знали и говорили только... И даже вот, например, да, видели... Для нас это было, конечно, шок, потому что наша страна развивающая, было в то время было развитие, чем вот люди. Потому что даже на рынке африканцы, вот афроафриканцы идут, говорят, ой, мальчик, можно тебе трогать твой волос?
И в Это России это было. Да, это в Твери. В Твери. В Твери. Можно трогать. И трогать, и ничего, говорит, а тебе не надо больше шапку одеть. И вот такой до такого, что люди не знали. И очень много задавали вопрос, как у вас там? И говорит, у вас, где ваши люди живут? Они думали, что люди жили на дереве. Что там нету домов, там нету машин. И вот именно вот это было. Поэтому я считала, что Россия, Советский Союз был аграрная страна. Был очень, как сказать, это мы считались бедными, считали, что вот мы немножко развиты чем. А потом мы тихонечко историю поняли, что во время Советского Союза люди же не имели права въехать за границу. Да, поэтому они не знали ничего. Поэтому они не знали ничего. Но ты рассказывала, отвечала на все эти вопросы людей, если тебя спрашивали, как Да, вы живете. да, конечно, да. И я очень была общительная, я очень открыта была. Ну, ты быстро адаптировалась, ты Да, считаешь? я очень быстро адаптировала. Несмотря на то, что с самого начала шок. Да, да. А погода? А погода для меня, по-моему, не имела сильного значения, потому что я очень соскучилась за родину. Я каждое утром в 5 часов пошла бегать. В Твери? В Твери. Вот это было мое хобби. Я бежала на мост, чтобы как антистресс И адаптировала. зима тебя не шокировала, ничего? Ты нормально переносила холод? Или было не очень холодно в ту зиму? Может, холодно, но я просто не жаловалась. Какое любимое время года в России у тебя? Конечно, зима... лето. Лето? Конечно, Ну, лето. ты говоришь так о зиме, что ничего Нет, страшного. зима тоже может, мне нравится. Снег? Нет, Потому я что- люблю, когда очень холодно. Я люблю сухую зиму, минус 20, я обожаю, 15, когда солнце, холодно, когда я чувствую это, бороться к этому. Ага. Но любишь при этом лето. Да, летом. Но в Мадагаскаре летом же очень жарко. Нет, Мадагаскар не как в Африке. Столица, я из столицы, но там комфортная. Летом, может, 35, может, там. Но там всегда комфортная погода. На море тоже можно, потому что там же это же океана. Ну, здесь до моря далеко, но, Да. наверное, не так жарко все-таки. 35 у нас не так часто. Не так часто, когда их есть, надо ловить. И это надо, мне кажется, надо как можно воспользоваться, когда жары, потому что это очень нужно. Вот это минус в России, что очень короткое лето. Да. Расскажи, какое самое, наверное, большое различие ты видишь между русским народом и народом из Мадагаскара? Русский народ не лицемерный. Вот Прямой. это я заметила. Прямой. Может, для людей это считают, что грубый. Нет. Это прямой. Так есть. Русский человек говорит, как есть. А наоборот, у меня на Мадагаскаре, поскольку мы колония Франции, и там есть этот этикет, чтобы не говорить. Там надо быть осторожным, мало ли что кому-то обижаешь, мало ли что-то Подбирать слова. подбирать слова. Расскажи, Зар, какие плюсы и минусы основные ты можешь выделить, говоря в целом о жизни своей в России, о России из того, что ты видела и заметила? Погода здесь тут разделена четко. Сколько? 4 сезона? Или 3? 4. 4 сезона четко. И это разнообразие, мне кажется, дает человек всегда какой-то новый подъем каждый Новый раз. этап. Да, новый этап. Вот это плюс. На Мадагаскаре люди очень жизнерадостные. Несмотря, что там страна бедная, но всегда люди жизнерадостные. И готовы всегда придавать эта улыбка, несмотря ни на что. И А в России? И в России люди, на них насмотреть всегда как будто все грустные. Да. Как То есть будто ты все- подтверждаешь этот Да. стереотип, Да, когда как говорят, будто что русские не грустные, улыбаются. Когда обиженные. И
На самом деле, мне кажется, это стереотип зависит от этого изменения, погода, мне кажется. Но на самом деле, когда вы узнаете русский человек, это не факт. Они просто всегда, как они говорят, что не будем же смеяться на все, кого-либо встречать. Да. Надо знать хорошенько друг друга, а потом все будет хорошо. Поэтому, опять же, я говорю, что русский народ прямой, без задней мысли. В общем, вот когда русский любит, то любит, не любит, прямо скажет. За минусы основные. Минус основные в России погода, холодно, больше, чем Только жарко. что это было плюсом. Ну, сейчас минус. Ну, и все-таки холодно, но их длинно, очень долго. Очень долго холодно, да? Да, да. В году И- холодных дней больше. Мгм. И минус тоже в России, ну, что я могу сказать? Нету тактичности, мне кажется. Вот Ну, потому что прямые люди. нет так. Это же плюс. Иногда же надо немножко тактичность, наверное. Ну и когда стараться искать плюс, минус. Ну, тут так. либо так, либо так. Либо Либо уж так. прямой, Уж либо прямой, подбираешь да. слова. И тогда И- тактичный. Да. И в России вот это для меня это минус. Очень короткий и жарко, теплый. Очень мало Очень летних дней, да? Да, Теплой летняя погоды. погода. Вот это в основном. Остальные я довольна. Мне хорошо в деревне принимают.